Оба! Вот это циркачка. Всем привет! Рад приветствовать вас на нашем канале. Все время, пока у нас находится эта дача, мы просили других людей вспахивать нам землю. Ну вот, буквально вчера мы привезли себе новый мотоблок. Так что сегодня постараюсь его собрать и уже попробовать в действии. Но Викочка хотела что-то там, кажется, отреставрировать. Полочку или что-то еще. Так что оставайтесь с нами. Видео будет очень интересным. Ну пойдемте уже покажу, да, что же нам привезли. Альфуша, ты как всегда очень любишь, чтобы тебе брюшко чухали, да? Пошли, пошли. Вчера я здесь уже все аккуратненько разложил. Решил собирать мотоблок именно здесь, в мастерской, потому что вроде бы передавали дождь. Не знаю, будет, не будет. Но самое главное, чтобы и я, и мотоблок остались сухими и невредимыми. Посмотрите, какой красавчик. Я так долго тебя ждал. Такой черный, стильный, брутальный, да, черный с желтым. Отлично. И колеса здесь просто мощнецкие. Гляньте. Ну, я думаю, будет по нашему поселку гоцать хорошо еще долго. Почему я решил заснять немного процесс сборки мотоблока? Потому что такая техника у меня появилась впервые в жизни. Ни разу я ее не собирал, ни разу не пользовался. Если вдруг какую-то ошибку допущу, возможно, вы напишите ее в комментариях, и я тогда ее быстренько исправлю. Вот такая этажерка стояла у нас в дальней комнате, в комнате коробок и всякого разного. Вот, эту этажерку нам как-то подарили, мы не стали отказываться от такого подарка, и я подумала, что она неплохо вписалась бы в интерьер этой спальни. Я очень люблю такие вещи, она мне очень нравится, но нужно поработать над ее внешним видом, что я сейчас и сделаю. Так, понесу ее на улицу. Опа! Так, вот здесь я и буду работать. Пойду возьму все, что мне необходимо. Итак, все, что мне нужно для реставрации этой этажерки, для ее обновления, это наждачная бумага с мелким зерном, краска меловая, светлая, цвет грейдж, и акриловый лак, цвет палисандр. Ну и кисточка, конечно. Чтобы мотоблок стоял уверенно и не упал, вначале я прикручу рукоятку и колеса. Так, опа, поднимаем наш агрегат. О, моща. Итак, поверхность не имеет серьезных повреждений. Единственное, что здесь мусоринки и некоторые трещины, которые я сейчас выровняю с помощью наждачной бумаги. И все. Написано, кстати, что мотоблок с пониженной передачей. Видите? Кстати, из-за этой функции я как раз его и брал, чтобы не бегать за ним по огороду. Кстати, о передачах. Сейчас мы также подключим ручку переключения передач. Вот тут она
кажется, одевается. Тоже тут 2 пальца. Одевается. Раз. Раз. И показано так. Нейтралка. Да, 1 скорость назад и 3 скорости вперед. Кстати, вот первая это как раз и есть пониженная. А ну, пробуем, будет ли переключаться. Да, отлично. Все плавненько идет. Так что работать сможем. Крылья пока устанавливать не буду, чтобы понаблюдать, пропускает ли где-то масло или нет. Ну, одену, чтобы он хорошо стоял, этот мотоблок, в начале сошник. Да, одену, так, зафиксирую его пальцем. Есть. И вот эти, чтобы сошник не крутился в разные стороны. Фиксирую все пальцы с помощью шплинтов. И эти, что снизу, оп, тоже. Все. В принципе, все необходимое мы уже собрали. Теперь осталось вывести его на улицу, заправить всеми необходимыми жидкостями и будем пробовать заводить. Ух, переживаю. Фух, так, подготовили этажерку к покраске. Сейчас она выглядит, конечно, не очень, но видно, что ее уже 1 раз окрашивали или покрывали лаком. Я так и не поняла, что это, лак или краска были. И хотели еще посмотреть, сколько же ей лет, но этикетки на ней нет. Сейчас мы ее хорошенько вымоем и подготовим к покраске. Так, давай, родимый, заезжай. Опа. Так, лейки, трансмиссионное, моторное масло и 92-й бензин. Столько баночек у меня еще не было. Так, вначале бензин зальем. О, как раз помещается леечка. Так. Вот здесь есть уровень, то как раз по уровню и залил бензин. Ну а теперь масло. Масло моторное. А то бы я сейчас точно мог перепутать. Под уклоном здесь не очень удобно заливать. Нужно будет специальную лейку заказать. У меня одна есть, но это для трансмиссионного масла, чтобы уже не вымазывать. Идем дальше. Так, здесь, кажется, до 2 литров надо. От 1,5 до 2. Я где-то читал. И осталось залить масло в воздушный двигатель. Здесь есть специальный уровень, по которому нужно заливать. Но я налью немножко меньше, потому что большие перепады. Тут у нас неровный участок. Масло моторное, такое, которое заливали вот здесь. Итак, после того, как хорошо высохла полка, я приступаю к покраске. Вернее, нанесу сейчас акриловый лак цвета палисандр. Окрашивать я буду им мелкие детали и боковые. Пробуем заводить. Так, здесь открыто топливо. Так, тоже немного приоткрою воздух. Включаю. И пробуем заводить. О! С первого раза! Отлично! А ну немножко газу дам. О!
Пускай немножко прогреется. И, Колечка, заснимешь меня? Я попробую проехаться на мотоблоке. Ага, жду. На первую передачу, на пониженную поставлю вначале. Так, зажимаю сцепление и трогаемся. О, поехал! Так, на вторую. Теперь заднюю. О, назад быстро едет, практически как вторая, вперед. Супер! Ну вот это все, научились управлять. Немножко нужно собирать теперь эти фрезы и пробовать наконец-то пахать землю. Но вначале завезу мотоблок во двор, и мы немного погуляем на улице с нашими котятами. Сегодня вынесли наших котят на первую прогулку. Вот они гуляют, пока без мамы. Мама Тома где-то пошла, наверное, мышку ловить. Кстати, вчера, да? Смотрим, несет им полмыши. И Персик даже немножко ее так приголубил. Понравилось ему. Да, хорошие. Гуляют, по травке уже бегали. Сейчас мамка придет. Ты мамашу кричишь. Как с мамой, так Мамашу они герои, играют, гуляют, прыгают, бегают. Сейчас придет, сейчас придет. Веснушка хоть и младше на 2 недели, но сидит спокойно, не переживает. Да? А такой тигр. Ох, тигрюля. Настоящая. Ну, Персик почему-то распереживался без мамы. А коготочки у них, коготочки. Прям как у настоящего льва. Да? Ох, какой красавчик. А вот и мама пришла. Немножко на колесах покатались, поучились, а теперь время подошло собирать фрезы. У нас на каждую сторону по 12 штук. Это если, допустим, 3 секции, то по 4 фрезы на одну секцию, а если 4 будет секции, то по 3. Мы решили, пока учимся, чтобы брать меньший объем для вспахивания, повесим по 4 на 3 секции, чтобы было легче им управлять и не сильно разгоняться. Будем прикручивать одну в ту сторону, другую в другую сторону. Вот так вот. Да? Одну вниз, другую вверх. Так, все, собрал, хорошенько все болты обтянул. Вот, получились 2 таких штуки. Конкретные, можно и подкачаться ими. Так что идем сейчас ставить и будем пробовать пахать. Так, лак высох, и теперь я приступаю к покраске наших полочек. И чтобы перекрыть вот этот вот темный оттенок, темный цвет и не использовать зря красивую дорогую краску, я вначале нанесу несколько слоев обычной акриловой радиаторной белой краски.
Я очень люблю экспресс-реставрации, экспресс-переделки. Почему? Потому что когда очень много работы и нужно много всего сделать, и чтобы не стояло в дальней спальне много мебели, ожидающей своей переделки, реставрации, то, в принципе, вот выручают такие экспресс-варианты переделок. И вещи уже можно пользоваться. Самое сложное в этой переделке — это выкрашивание вот вокруг этих всех мелких деталей, вокруг трубочек. Я думала, чтобы скотчем все это обклеить. Ну, в общем, решила с помощью маленькой кисточки. Не идеально выходит, но исправим. Вот так у нас все получилось. И сейчас можно наносить уже, покрывать основным цветом. Но у нас поднялся сильный ветер и надувает много пыли на поверхность. Поэтому сейчас я возьму всю эту конструкцию и уже докрашивать буду в мастерской. Вот, стоит, ждет меня. Сюда. И сюда. Наклоню. Есть. Оп. Все, на месте. Оказалось легче, чем я думал. Отлично. Так, старайся, родной, старайся. Ну, как успехи? Так как, на колесах было хорошо, Надо приподнять, да? а тут надо приподнять. Да, потому что я прогинаюсь прям так. Низко приходится мне. Так, брось. Так, оп. Оп. О, ну может так, да? А я в окошко смотрю, работа идет. Думаю, супер, хоть не лопатой Пробуй, работать. пробуй. Ой. Не сильно еще получается, ну, раз, два. и Ну, может это же получится. нужно приспособиться, но у тебя неплохо получается. Так, ну еще раз, да? Газу побольше. Да, тут у нас земля такая твердая, утоптанная, да? Асфальт. Давай, давай. О, ну ничего. На второй попробуй. Давай. О, так уже веселей. Ну да. Надо сошник ниже опустить, чтобы я не напрягался. Да.
Друзья, что хочется сказать. Земля здесь, вы сами видели, да, во-первых, она сухая, а во-вторых, забитая. Мы ходили здесь несколько лет, ничего не садили, поэтому она такая очень, как асфальт, очень твердая. Ну, хорошо, что справляется, особенно мне понравилась пониженная передача, да, можно привыкнуть к мотоблоку, потихоньку жух-жух-жух-жух, а потом уже побольше включать, может быть, вторую скорость, и тогда оно уже хорошо перебивает. Вы, наверное, еще услышали, я тоже это не сразу заметил, такой звук, да, был характерный. Цок, 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 цок. Это фрезы бились, вот здесь есть болт. Сейчас покажу поближе. Здесь вам будет видно, вот этот болт, а вот эта фреза. И даже видно, что немножко она слезала, этот болт. Да, фреза была очень близко к болту. А почему? Потому что я сразу неправильно прикрутил. Вот эта фреза, которая развернута к мотоблоку, вначале я ее прикрутил с внутренней стороны. Поэтому она как раз доставала к болту. И был этот характерный звук, да, цок, 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 цок. Но сейчас я ее перекрутил обратно и надеюсь, что она уже не будет доставать. Ну, хотя оно и так уже визуально видно, да, больше пальца, поэтому она никак не достанет. Но сейчас еще тоже заведу и уже точно проверю. Да, не цокает больше. Отлично. Так что не повторяйте мою ошибку. Я вообще вначале думал, что это уже где-то в двигателе стучит. Думаю, ну все, первый день мотоблоку, и он уже не работает. На пониженной первой передаче даже женщина любая может работать. Так, немножко приподнимаешь, и оно идет легко. Сейчас Вику позову, может она захочет попробовать. Давай я заведу, да, Ага. на первой передаче. Ну давай, буду пробовать. Потихонечку. Так, включаю. Интересненько. Газку добавим. Да. Тут держи хорошо, а тут зажимай сцепление. На первой? Это на первой, да. Оно не сильно будет потихоньку. Так, поднимать, не под... вот так вести. Вот так и веди. О, О, видишь, поехали. как оно потихоньку. Ну, поехали. Надо толкать. Не надо толкать. Давайте газу. Давай газку. Он сам идет. Не надо. Приподнимай. Вот этот, и он будет тогда быстрее идти. Ему тогда легче будет. А, я босиком. А чтоб остановить сцепление, бросай, оно становится. Ага. Давай, мы так. Опа. Давай, давай. Поехали. У тебя лучше, чем у меня получается. Ничего себе. Ну все. Думаю, что она будет огород спахивать, теперь я знаю. На поле я теперь, да? Все. Утопила. Очень круто, мне понравилось. Ну что, спахала? Спахала. А что ты посадишь теперь тут? Что можно посадить? Посею сейчас огурчики. Мы еще огурцы не посеяли. Степные. Степные, У нас только хорошие. степные выживают. Да. Не нужно сильно поливать их часто, и они должны вырасти. Да. Ладно, Супер, а я я поехал довольна. дальше. Давай. Спахали мы этот участок, и здесь я планирую посеять огурцы. 2 ряда по бокам, 1 я уже сделала, и посередине 2. Получится 4 ряда у меня. Так. Мягко. У нас поднялся такой холодный ветер сегодня. Ну ничего. Кстати, покажу на вот участке сзади меня. Взошел у нас урожай. И редиска, и укроп, и салат, и петрушка. Если честно, мы вообще думали, что у нас ничего не взойдет. Ну, уже подъедаем салатик, укропчик. Вот, делаем салаты. И редиска на подходе. Тот участок я удобряла навозом, поэтому все взошло. Этот участок я тоже удобрю навозом и надеюсь, что здесь будут у нас огурцы. Ой, черепашки.
Так, вот наш навоз. А здесь, кстати, у меня появляется новый палисадник. Немного тут спилили деревья, у нас тут света больше образовалось. И еще год назад я высадила вот эти вот кругляши, я их называю алоэ. Рома называет их капустой, но если честно, вот не знаю название, если кто-то из вас знает, как они называются, эти растишки вот кругленькие, то, пожалуйста, напишите в своих комментариях. Пионы у меня принялись и вот активно всходят, и даже вижу, что хоста будет здесь расти. Ну, пока-то... и лилия. Еще есть лилия. Вот. Еще какие-то растишки я сюда посажу. Им тут уютно, хорошо, и будет новый у нас палисадник. Так, немножко в этом мешке осталось навоза. Вот я его сейчас сюда и пересыплю. Как-то задеревенел. О. Так, ну, думаю, что этого нам хватит. Ручка оборвалась, пришлось нести. Но пока Вика садит огурцы, я взял вот такую синюю веревку и решил подвязать наш виноград. Кто смотрит наши ролики уже давно, тот помнит, что в том году он весь почернел, потому что прошел такой термоядерный дождь, и мы думали, что вообще его не спасем. Но, как видите, да, новые отросточки он дал, поэтому сейчас мы его подвяжем и будем ждать хорошего урожая. Постарался я оставить такие 4 веточки с каждого корня. Посмотрел, так делают. Кто 2, кто 3, кто 4. Решил оставить 4, потому что вдруг что-то вымерзнет. Потом уже не восстановишь, надо будет несколько лет ждать. Поливаю через день по ведерку на кустик. Не знаю, много это, мало, но больше нет. Высеиваем мы в основном степные огурцы, они у нас более-менее могут выживать. Надеемся, что и в этот раз они тоже в этом месте зайдут и порадуют урожаем. Все, огурцы посеяны, теперь ждем урожай. О, завершена наша экспресс-переделка. Мне все нравится. Пока не знаю, что я буду размещать на этой этажерке. Как говорится, найдется своя вещь для нее. Но пока поставлю вот эти красивые полевые цветочки и вот такую пчелку. А еще вот веснушка пришла. Веснушечка. Маленький комочек. Вот такие мы уже взрослые. Да. Они такие маленькие, забавные. Им все интересно, во все играют. Да. Ну, только что они проснулись, и сейчас я пойду их кормить вместе с Томой. С Ромой вышли на прогулку с собачками,
Не собирались снимать, не взяли микрофоны, так что за звучание просим прощения. Вот, но не удержались, чтобы не поснимать такие красивые пейзажи сегодня здесь. Да, у нас тут красота. Зацвел, или, как говорят, заколосился ковыль. Вообще, такое непередаваемое ощущение природы. Выйти, посмотреть на горизонты, насладиться всем этим. Ну, вообще здорово. Как вы видите, мы в куртках, в шапках. Солнышко греет, а вот ветер у нас сегодня вот и вчера был северный, холодный, такой прям леденящий, поэтому пришлось одевать куртки. Но несмотря на этот ветер, мы все равно не удержались и пошли гулять. Кому цветочки? От сердца и почек дарю тебе цветок. Ух ты, спасибо! Такой небольшой букетик. Класс! А пахнут! Это мы с Альфушей насобирали, да? Полевые цветы, а запах пахнут. Ой, я не могу нанюхаться. Класс. Спасибо. Рома, посмотри, какой чудо-цветочек. Покажи нашим зрителям. На прогулку, как выйдешь, найдешь необычные цветочки. В камнях такие цвета растут. Ну, это вообще удивительно.